君回来啦！今日此界生灵皆为祭品。这是何物？这断臂之力。Итак, это событие уже после фильма. Ван Линь совершил новый прорыв, и теперь он почти достиг второго шага культивации. Долгожданный прорыв 4 древних печатей в громовом небесном мире запускает настоящую гонку за единственным путем спасения. Но никто еще не знает, что вместе с печатями освобождается существо, намного более древнее и опасное, чем любой живущий ныне культиватор. А также хочу напомнить, что у меня проходит сбор на ролики по противостоянию Святого, Пожиратель звезд и Боевой континент 2. Только благодаря вашей поддержке видео могут выходить, несмотря на слабые просмотры. Все ссылочки в описании. По всему громовому небесному миру внезапно появились 4 огромных источника духовной энергии. Культиваторы со всех сторон устремились к 4 фрагментам – восточному, западному, северному и южному. На каждом из них обнаружились древние формации, и даже враждующие семьи временно объединились, чтобы быстрее разрушить ограничения. Однако первые 3 фрагмента превратились в смертельные ловушки. Стоило культиваторам войти в открывшиеся проходы, как из глубины доносились крики, вспыхивал кроваво-красный свет, а весь проход обрушивался, погребая почти всех внутри. Та же участь постигла и западный фрагмент. Шэнь Гун Ху и Джань Кунле почувствовали неладное, но другие культиваторы все равно ринулись внутрь и погибли. После этого энергия 4 фрагментов взорвалась, потрясая весь громовой небесный мир. Но это было только начало. 9 других фрагментов внезапно задрожали, и на каждом проявились древние формации, излучающие кроваво-красный свет. Один из фрагментов разрушился первым, и из него вырвалась отрубленная рука. Ее аура была настолько ужасной, что находившиеся поблизости культиваторы в панике бросились бежать. Затем один за другим разрушились еще 7 фрагментов. Из них появились вторая рука, 2 ноги, череп и 3 части туловища. Все эти останки словно притягивало к центру громового небесного мира. В это время Ван Линь, скрывающийся под именем Сюйму, вместе с Ли Юанем направлялся на запад и случайно столкнулся с одной из отрубленных конечностей. Еще до того, как они увидели ее, Ван Линь почувствовал тяжелое зловещее давление. Отрубленная рука двигалась невероятно быстро и совершенно не боялась атак. Она даже поглотила молнию Ван Линя, будто это была обычная энергия. Его следующий удар также не достиг цели, рука уклонилась и создала несколько пространственных разломов, способных уничтожить любого, кто попадет в них. Ван Линь едва успел спастись, используя 3-й глаз, чтобы разрушить атаку. Затем он применил странную способность, связанную с древней татуировкой на тыльной стороне ладони. На этот раз рука дрогнула и оставила часть себя, после чего начала отступать. Ван Линь понял, что эта конечность, вероятно, связана с тем загадочным глазом, с которым он уже сталкивался ранее, поэтому некоторое время преследовал ее и нанес еще один удар. Но рука все же сумела уйти. По пути она встретила группу слабых культиваторов, мгновенно поглотила их силу, восстановив часть потерянной энергии, а затем вместе с другой ногой направилась к центру мира. Остальные конечности также уничтожали встречавшихся им культиваторов. Обычные техники почти не причиняли им вреда, лишь магические сокровища могли хоть немного замедлить их. В конце концов, все 8 частей достигли центра и слились в единое тело. Перед культиваторами появился покрытый шрамами беловолосый мужчина с одним отсутствующим глазом. Его аура заставляла само пространство становиться тяжелым. Он вспомнил того, кто запечатал его много лет назад – Цин Шуй. Беловолосый мужчина насмешливо говорил о формации исцеления, оставленной рядом с его тюрьмой. Именно она позволила ему пережить бесчисленные годы заключения. Затем он достал из последнего разрушающегося фрагмента свой последний глаз и вставил его в пустую глазницу. Однако мужчина понимал, что его сила еще далека от прежнего уровня. Он хотел как можно быстрее восстановиться и расплатиться со всеми старыми врагами. Его план оказался предельно прост – поглотить как можно больше культиваторов. Даже если один человек не сможет полностью восстановить его силу, тысячи жертв постепенно вернут ему прежнюю мощь. Первым делом он запечатал небесные врата на западе, лишив всех возможности покинуть громовой небесный мир. Ван Линь и Ли Юань вместе с остальными выжившими культиваторами устремились к этим воротам. Все понимали, это единственный настоящий путь наружу. Но беловолосый мужчина уже ждал их там. Любой, кто
кто приближался к нему, мгновенно погибал. Один культиватор в золотой мантии собрал группу и попытался дать отпор, однако они были уничтожены за считанные мгновения. Более того, беловолосый мужчина разделился на 32 одинаковых тела, и каждое начало преследовать культиваторов, пытавшихся прорваться к воротам. Даже культиваторы стадии мнимого инь едва могли приблизиться. Один из них, понимая, что все равно не выживет, взорвал собственный изначальный дух, предпочтя погибнуть с достоинством. Но беловолосый мужчина лишь поглотил высвободившуюся энергию. Тем временем группы Джань Кунле и Тан Яньфэна объединились с Шэнь Гунху и другими сильнейшими культиваторами. Они атаковали беловолосого мужчину всеми силами и действительно смогли несколько раз заставить его отступить. Однако вскоре стало очевидно, насколько огромна разница в силе. Их совместные атаки почти не причиняли ему вреда. Ван Линь понял, что времени почти не осталось. Он обратился к Ли Юаню и сказал, что знает технику, способную провести одного человека через пространство прямо к небесным вратам. Однако он еще не полностью овладел этой техникой, поэтому использование ее на другом человеке может привести к тяжелым последствиям. Ли Юань без колебаний согласился. Он доверился Ван Линю, поскольку тот уже однажды спас ему жизнь. Ван Линь заставил свое сознание полностью успокоиться и попытался войти в состояние, позволяющее слиться с самим миром. Это была невероятно редкая способность – слияние Дао с миром. После долгого напряжения ему наконец удалось активировать ее. Ван Линь и Ли Юань исчезли, и в следующий момент появились всего в нескольких сотнях футов от небесных врат. Ван Линь немедленно отбросил Ли Юаня вперед. Ли Юань активировал громовую печь и сумел пройти через уже почти исчезнувшие ворота. Он стал первым и единственным культиватором, которому удалось покинуть громовой небесный мир. Но Ван Линь остался внутри. Беловолосый мужчина мгновенно заметил использованную им технику. Он понял, что Ван Линь владеет способностью, которой в древности обладали лишь считанные легендарные фигуры. Более того, теперь Ван Линь оказался полностью окружен невидимым ограничением со всех сторон, его словно окружали острые лезвия, а даже телепортация стала невозможной. Началась одна из самых жестоких битв в жизни Ван Линя. Он поднял руку и использовал технику «Призыв ветра». Вокруг него мгновенно развернулся черный ветер, а затем из него сформировались 3 огромных черных дракона. Они окружили беловолосого мужчину и с разных сторон обрушились на него. Беловолосый мужчина в ответ разорвал пространство 5 огромными пространственными трещинами. В них хлынула сила, отличавшаяся и от небесной духовной энергии, и от изначальной силы. Само пространство содрогнулось. Ван Линь воспользовался моментом и бросил в противника кровавое тело, после чего заставил его взорваться. Взрыв 3 черных драконов и кровавого тела вызвал настолько мощную волну разрушения, что само пространство начало рушиться. Все наблюдавшие за битвой были потрясены. Шэнь Гунху испытывал еще большее уважение к Ван Линю. Джань Кунле также был поражен его силой. А Тан Яньфэн, наблюдая за происходящим, лишь мысленно благодарил судьбу за то, что когда-то не решился напрямую бросить Ван Линю вызов. Получив короткую возможность отступить, Ван Линь снова начал готовиться к слиянию с миром. Но именно в этот момент внутри его сознания прозвучал старый загадочный голос. Это было то самое таинственное существование, которое уже однажды завладело громовым зверем Ван Линя. Оно сообщило, что пока не может непосредственно вмешаться в происходящее и потому хочет временно воспользоваться телом Ван Линя. Ван Линь даже не успел сопротивляться. Его собственная душа была оттеснена, а могущественное существование получило контроль над его телом. Сама аура стала другой, словно внутри него оказался другой человек. И почти одновременно черная статуя, оставшаяся после предыдущего взрыва, внезапно раскололась. Из нее вышел черноволосый молодой мужчина. Это был тот самый беловолосый мужчина, но теперь в гораздо более молодом и полноценном состоянии. Казалось, столкновение с Ван Линем позволило ему восстановить часть утраченной силы. Он посмотрел на тело Ван Линя, находившееся под контролем загадочного существа, и признал, что это самый сильный противник, которого он встретил после пробуждения. Но существо, контролировавшее тело Ван Линя, совершенно спокойно отмахнулось от его слов. Оно назвало восстановившегося мужчину всего лишь небесным генералом средней стадии и заявило, что тот еще недостаточно силен, чтобы заслуживать настоящего представления. Эти слова мгновенно разозлили мужчину. Он собрал остатки разрушенной статуи и превратил их в длинное копье. Затем бросился вперед, окруженный огромным потоком энергии.
Тело Ван Линя в ответ спокойно сформировало вращающийся шар собранной духовной силы. Два могущественных существа одновременно устремились навстречу друг другу, готовясь к столкновению, от которого зависел исход следующей битвы. В следующем эпизоде станет известно, кто на самом деле скрывается за таинственным существом, захватившим тело Ван Линя, и сможет ли оно противостоять полностью восстановившемуся небесному генералу.